Всем привет, друзья! Вы на канале Karlub, как всегда. И сегодня мы шить не будем. Ставьте лайк, если за. И не забывайте, что здесь у нас не только швейный контент, но и всякие разные DIY бывают. И чтобы их не пропускать, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал и нашу группу ВКонтакте. Так вот, рассказываю. Была у меня вот такая вот замечательная сумка белая, которую я таскала года 3 и в пир, и в мир. Обожаю такие формы, которые и к вечернему платью подходят, и к спортивному костюму. Так вот, значит, сумочка была, в принципе, недорогая, из обычного кожзама. Оттаскала я ее так нормально, она себя оправдала, это точно. Ну и порядком подистаскалась, конечно же. И вроде бы пора бы ее было бы уже отправлять на покой, но выкинуть у меня ее рука не поднялась. И тогда я решила ее кастомизировать, а точнее раскрасить. Купила вот краски по ткани и коже от Дикола. Это у нас Невская палитра, отечественный производитель, между прочим. Хорошие они или плохие, не знаю, выбирала по отзывам. И обязательно расскажу вам об этом в конце года, что же стало с этой сумкой в отчетном, так сказать, ролике. Ну так вот, значит, материал есть, холст есть, осталось придумать, что на нем нарисовать. Ну, рисовать-то я не то чтобы умею. Да, конечно, когда-то в школе я рисовала, но потом забросила это дело, отказавшись в пользу других видов творчества. Поэтому нарисовать что-то прям с нуля не представлялось возможным. А вот попробовать срисовать можно. Я долго-долго искала в интернете подходящую картинку, но что-то мне абсолютно ничего не нравилось. В итоге я решила, как современный человек, воспользоваться помощью нейросети. И сгенерировала в шедеврум вот такую вот картинку. Мультяшный город. Сначала попробовала, конечно же, воспроизвести ее просто на картоне. Ну так, чтобы вспомнить, как кисточку держать. А потом уже приступила к сумке. Ну, никаким мастер-классом я это назвать не могу. Комментировать тут особо нечего. Поэтому просто приглашаю вас понаслаждаться процессом.
Вот такой вот у нас получился итоговый результат. Я сумку сверху покрыла лаком по коже, также от Невской палитры. Посмотрим, как он себя поведет. Ну что, я считаю, получилось прикольно, необычно и вполне себе по-летнему. Вот самое то. У нас, кстати, на Урале как раз-таки наконец-то наступило лето. И наши плюс 27 – это совсем не те плюс 27, что на море. Мы тут как бы подыхаем маленько. Ну, и этому надо уметь радоваться. И не забывать, конечно же, подписываться на канал, чтобы не пропускать всяческие мои эксперименты, коих еще очень много впереди. Ставьте лайк и творческих успехов вам. И пока-пока!